Всем привет! И ты попал на канал Вилка, а это значит, что нужно для тебе что? Взять печеньки и готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. А мы продолжаем с тобой смотреть Легенда об Искателе, и это седьмая вроде бы серия, если мне не изменяет память. Вроде бы седьмая, соответственно, не знаю почему, но почему-то серия начинается неожиданно с боя. Я еще немножко в ней сомневался. Я думаю, как так она может начинаться с боя? Неужели прошлое закончилось с боя? Но прошлое не могла закончиться с боя. Она потому что закончилась после боя. Я это помню. Мы дрались с магами-то, вот эта вот магическая битва у нас была. Соответственно, возможно, это сейчас типа бой покажут и скажут: 2 днями ранее, как это любят они делать, и, соответственно, покажешь, как же все пришло к тому, что есть сейчас. Вот опять лысый какой-то. Опять драки, как в каждой серии драки. А должны быть в каждой серии что? Не знаю. Футбол. Какой футбол? Матч. В каждой серии должен быть матч. Мы болеем за Snow Kids, да? Да. Я перепутал? Нет. Меч истины! А это сон, это все будет сон. 2 днями ранее. Это в будущее кто-то смотрит. Нет, это ужасно. В смысле? Что ты видишь, Шота? Что-то. Будущее. В ближайшие 3... Это не вот это вот у нее посудка в руках, из которой Дамблдор пил в шестой. Это, конечно, в той пещере. Да. Да. дня искатель умрет. Через сколько дней? 3? Чуть не услышал. Легенда об Искателе. Ну, как бы умрет, Седла что будет. привезут со следующей партии. Что Но я ты- позаботился о том, чтобы башмаки доставили завтра. Все для хрянского дела. Отличная работа. Как всегда. Признателен, что поставки вы поручаете именно мне, командир. Готовьте лошадей. Это лишь пустячок, в благодарность. Коньяк? Вино? О, ну это нормально. Вы так щедры. Выпьем на свадьбе вашего сына. Продажные, а? Продажные, все продажные. Что тебе? Себе свою найди. Кэлен, Папа! упала духом. Я думал, Папа! ты мертва. Да, пару раз была близка к этому. Вижу, торговля идет хорошо. Боюсь, даже слишком хорошо. Клиентов больше, чем когда-либо. Одна беда, все они дохрянцы. Вот бы они удивились, узнав, что все получаемые тобой от них деньги идут отрядом сопротивления. Но немалая часть возвращается в карман командира Морканта. Платишь за информацию? Нет, просто взятки. Он дает мне заказы, а его болтливость — сведения. Надеюсь, твои вложения окупятся. Нам нужны кое-какие из этих сведений. Мы узнали от верного человека, что Рал отправил войска в одно место неподалеку от вас. Руины Келабры. Люди произносят это название шепотом. Если вообще произносят. Когда-то это был самый процветающий город, пока захватчики не начали осаду. Жители Келабры предпочли убить себя, чем сдаться. Перед смертью они наложили проклятие на любого, кто проникнет в город. Ровно через год вулкан Мераи похоронил захватчиков под дождем из расплавленных камней. И стер с лица земли этот славный, гордый город. Зачем тхарианцы идут туда? Не знаю, это заброшенный пустырь и только.
Завтра я увижу командира Морканта. Насколько я его знаю, он не сможет промолчать об этом. Гриф, это Кэлен и ее друзья. Зет и Ричард. Первый истинный искатель за 1000 лет. Это честь. Меч истины. Значит, это правда про зарубку на Эфесе? Ее получил искатель Киран, сражаясь в битве у пиков гряды. Я всегда думал, откуда она? Гриф у нас с самого детства увлекается искателологией. Искателя И логи. что привело вас сюда? Ведь не на свадьбу же вы пришли. Ах да, мой сын завтра женится. Поздравляю, Гриф. Самое могущественное волшебство на свете — это любовь. Они такие, женятся, и ладно, типа, никто невеста, не покажите, ничего, никаких сведений, просто поздравляю. Вот тебя этот момент заинтересовал, а меня заинтересовал момент, что купец, который работает с тхарианцами активно, судя по всему, очень активно, и его сын, искатель лог, и это никого не смущает. Мне кажется, тхарианцы должны, ну, типа, вообще убрать предметы из школ, институтов и учебников, как искатели логи, убивать всех, кто за этим А это запретная заинтересован. наука. Так вот именно. Он в тайне читает какие-нибудь свитки про искателей. Но я понимаю, и если- эти легенды. Я понимаю, если бы он был какой-то скрытный, день в пещере сидел, где его никто бы не нашел. А он вообще сын, походу, ну, чувака, который постоянно взаимодействует с тхарианцами, они до сих пор не узнали. Было бы Тхарианцы не проверяют своих контрагентов. было бы еще забавно, если бы тхарианцы сами отдавали им книги по искателю и такие, а зачем вам это надо? И купец такой, ну я их сжигаю. На благое дело. О, захлеб звука пошел, как я люблю в этом сериале. Не говори, что научился драться по книжкам об искателе. Мой отец тренировал меня у лучшего местного фехтовальщика. Возьмите меня с собой. Я буду биться с тхарианцами. Что новобрачная об этом подумает? Бронвин? Трудно сказать, я ее... Он такой, ну... Не знаю. Да нет, он такой, так, Бруно, ты что подумаешь? Я не против. Да реально он ее не знает. Почти не знаю. Ну, почти, ладно. Ну почти он ее просто видит, он ее имя знает и хватит. Как так? Это брак по расчету. Ну, связи, власть, деньги. Бронвин из семьи с именем, но обедневший. Союз позволит им восстановить состояние. А нам мой отец? приобрести имя. Использует влияние ее семьи, чтобы усилить сопротивление. А он, получается, сражается с помощью не типа какого-нибудь игрушечного меча или меча для спаррингов, он сражается действительно мечом истины, в котором какая-то секретная мощь, то есть он не боится повредить... Да, вот они так махают очень жестко, что-то, на серьезке прям. Ладно, мы на палках дрались. На метлах он. Мне бы против Рала сражаться, а не жениться на той, кого не знаю. Странно, я почти тебе завидую. Ты скоро женишься, остепенишься, детей вырастешь. Для меня это несбыточно. Но у тебя Келлен, верно? Да, но Мы у друзья. нас нет. О, я думал, вы вместе. Да кажется так думает. Ты не должен готовиться к своей свадьбе. Реально. Иди готовься. Бронвин повезло. Ты будешь прекрасным мужем. Да с чего ты взял? Ты его первый день знаешь. Но он как махается. Такие, кто так махается, хорошие мужья. Ну да. Сначала махается в спарринге, а потом уже в семейной жизни. Нифига, бабка! Пугаешь? Нельзя идти в Келабру. Типа, знаешь, бабка из Resident Evil Village, которая ходила с посохом и такая смеялась постоянно. Да, реально. Как ты узнала? Через 2 дня там искатель умрет, сражаясь. Мне было видение. А, это она зелье, типа, наверное, маскировки Возможное использовала. будущее, которое ты можешь изменить, если не пойдешь в это жуткое место. Кто ты? Не имеет значения. Ты поймешь, что бабка? я говорю правду, когда твой взгляд упадет на орла.
Ну какой сейчас такой, Орла. поворачивает голову и сразу орла видит, смотри. Ричард, А все, нет бабки, бабка ей стелс. Тем временем бабка, которая за палкой стоит, просто за балкой, чтобы ее видно не было. У сарая. Такая, хоть бы не увидел, хоть бы не увидел. Воу. Ну, я же сказал, что это она. что бы они ни замышляли в Келабре, это что-то серьезное. Они везут туда бочки с дыханием дракона, с сильнейшей взрывчаткой. Возможно, готовят скатать. На кого? Дыхание дракона звучит как настойка какая-нибудь или коктейль в баре. Типа везут в Келабру, чтобы нажраться. Они уже все захватили. Я не знаю точно, какие у них планы, но мне известно, кому Рал поручил руководить операцией. Его зовут Нас. Знаешь его, да? Знаешь? Времен нас? Знаете его? Только по его славе. Даркен Рал доверяет ему все самое важное. Мясник не пощадит никого. И если Рал отправляет Наса в Келабру, значит не миновать беды. Да Может ладно, быть, это расслабься. шанс, которого мы ждали. И они такие, не Даркен Рал отправляет нас, а мы сами идем. Мгм. Шутку поняла? Нет. Не Даркен Рал отправляет нас, а мы сами идем. Ну? Нет. Ну, антагонисты этого мясника зовут Нас. И они говорят, А. если Даркен Рал отправляет туда нас, то все будет плохо. Я говорю, типа, не Даркен Рал отправляет нас, а мы сами идем. Поняла? Да. Игра слов. Ну, смешно. Мы не можем найти Даркена Смеялся? Рала, потому что Посмейся. Посмейся. он постоянно переезжает. Может ли Дэмин Нас, его самый верный командующий, не знать, где хозяин? Если проникнуть в лагерь у Келабры и захватить Дэмина Наса, Верный Я пес. исповедую его. Тогда Блин, нормально. мы приобретем союзника из... А это вообще легально? Что? Исповедовать не хотят. В этом мире, да? Исповедница вне закона. Исповедница, она, как знаешь, при церкви. Ей все можно. Мне кажется, исповедоваться нужно тогда, когда ты сам этого хочешь. И ей за это ничто не будет. Это как-то вот не по-православному. Потому что ей, короче, типа как служительницы церкви, скорее всего, объясняют, что можно делать, а что нельзя делать. И поэтому во время исповедования она тоже, типа, наверное, использует эти правила, что можно, а что нельзя. И поэтому ей все плохого она, типа, не сделает. Но мы-то знаем, что она может плохое сделать. Она, конечно, все в свою пользу увернет. Конечно. окружения Рала. найдем его, и я покончу с ним. Мои люди должны отвезти провизию тхарианцам, но если вы возьмете фургон и займетесь доставкой, то окажетесь у них в логове. Вот карта лагеря у Келабры. Я стащил ее, когда Моркант отвернулся. Когда твой взор упадет на орла. Орел? Старуха сказала, что искатель умрет в Келабре. Так это Россия, получается, двуглавый орел. Задача достаточно рискованная и без видений смерти искателя. Важно выяснить, как она узнала, что мы идем в Келабру, иначе можем оказаться в западне. Надо спешить. Моркант сказал, нас будет в лагере только один день. Будем разыскивать старуху, упустим единственный шанс добраться до Наса. Неизвестно, есть ли хоть капля истины в ее предупреждении. Мы не должны терять эту возможность. На. Короче, я отвечаю, все так и будет. Все так и будет, как у нее, наверное, в видении. Но у него будет вот здесь на груди под курткой лежать, знаете, типа медальон, Мгм. книжка Мгм. и еще что-нибудь, что спасет его от прямого попадания меча. Наверное. А вы что, на стороне искателя, что ли? Вы кто? неприятности, Шота. Мое предупреждение не услышали. Ну, ты тихо говорила, надо было погромче говорить. Нет, это они просто...
То, что они все равно смотрят эти планы свои, строят по поводу того, что пойти туда-то. Ну, тут тоже такой момент, он такой, ты передумаешь, как посмотришь на Орла. И чё, вот в моменте практически он только посмотрел на Орла, я сомневаюсь, что он увидел Орла и такой, все, не иду. Это она у него в голове посадила зерно сомнения, что типа, так, что-то странно, конечно, орел, бабка какая-то, типа туда-сюда. И это не в момент, не сразу принимается решение, все, мы не идем. Это такой вот у него вроде есть план, который должен случиться, и все будет хорошо. И он должен как бы от него перейти в другую сторону и понять, что все может быть плохо. Ну, это вот он посмотрел на Орла и такой рассказал другим Угу. об этом. Он рассказал? Да. А. Этой, ну вот, я так понимаю, исповедница. Она же такая тоже, типа. То есть Даркенрал, типа, вот тебя убьет там-то. Ну да. Значит, рассказал. Какой ты модный жених. А где пиджак черный? Есть классические брюки? О, бабку ждут. Кто ты? Да в смысле? Не женись! Ты ее не знаешь. Да в смысле, кто это твоя жена? Ты что, только вот только по имени знаешь? Вот он, брак по расчету твой, смотри, знакомься. С ней у тебя сегодня будет первая брачная ночь. Так кто даст тебе то, о чем ты всегда мечтал. И о чем, по-твоему? О жизни полной приключений. Не о том, чтобы тебя женили. Но уже никто не сможет изменить это. Никто? Я могу изменить, что захочешь. Я сделаю так, что ты станешь искателем. Чего? Ты, Люди конечно, меня, бабка, извини, да, но чтобы тебе доверяли, мне кажется, нужно быть симпатичной бабкой. Вот такую бабку видишь, и думаешь, что она... Я, кстати, тоже не понимаю, в какой смысл, если она в лесу прячется, в пещере в какой-то, и она там красивая. Нет, вот, ну да, то есть, во-первых, чтобы тебе доверяли, мне кажется, надо было прям прийти в нормальной своей форме одежды, прийти и сказать, я такая-то колдунья, на стороне вообще искателя, хочу, чтобы он выжил, вот я то-то, то-то увидел, типа, ну, по факту все разложить, но если, конечно, ей нечего скрывать. Если даже есть, ну, обернись ты бабкой покрасивее, ну, блин, не знаю, в нормальной, ты же как будто реально такая после запоя пришла, и у тебя прям бредни лютый, с ума тебя сводит, ну, то есть я не понимаю, такое видишь, и такое не хочется ей верить сразу. Видишь, она такая, я, говорит, хочешь, я сделаю тебе Ну, и искателя?» чё? Она сейчас его подставит, и его убьют. Все может быть, Так и будет. А он ведь хочет быть храбрым. да, И будет, приключений хочет. будет храбрым трупом. Кажется, он сейчас так и скажет, типа, да, хочу. будут глядеть на тебя, видеть Ричарда Сайфера. А посмотрят на Сайфера, то увидят тебя. Ну да, ты права, смотри, какая бабка хитрая, а. Или галлюциногенное зелье. Как ты это сделаешь? Это уже сделано. Так может реально, может это не его убьют, а его убьют? Почему Да. ты? Его убьют, и его убьют. Положи Правильно. меч Ричарда, Гриф. Меч истины не игрушка. Что происходит? Как твой меч оказался у Грифа, Ричард? Вот тебе исповедница говорит, я, говорит, всю правду про людей знаю. Все боятся исповедницы, говорят, она всю правду о нас узнает. Она Она правду не даже знает. впритык не видит. Она вот посмотрит и правду не видит. Все слепая про исповедь. А дед что, лучше внук своего не признал? Такой счастливый, я вообще не могу. А смешно. Мне нравится этот замут. Ну, блин, ну, сорян, ну что ты так на нас вылупился и смотришь? Ну, осталось тебе жить, получается, 3 дня. Дальше как бы до свидания. Жалко, конечно, симпатичный парень. Мог быть с нами в компании, но бабка тебя под бабка вообще, конечно. Бабка! Устроила тут, конечно, истории. Все обошлось. Меч истины принадлежит только Блин, искателю. было бы прикольно, если бы каждый, кто трогал меч истины, типа, знаете, и кто не искатель, его бы током, типа, бил. Да. И дед такой передает меч истины парню, и парня просто током бьет. Они такие, а почему он не может брать? Искателю. Ты спятил, Зед? Это я, Ричард. Бронвин, очень повезло. Ты будешь прекрасным мужем. Нам А дед надо шарит? торопиться. Да? Дед? Да. Почему? Значит, он меч отдал. Эй! Как Время правильно ему жениться. отдал. Что? Ну, подставить хочет.
Нет, он же случайно все это, он же тоже не видит. Это вот случайность и не случайно, знаете ли. Я тебе не сын, я не Гриф. Кейлин! Это волшебство! Это магия! Так может надо догнать сейчас, пока они далеко не уехали, реально. Догнать Зеда, сказать: Зед, тут какая-то магия, как бы, смотри, я этот, а это не этот, и все объяснить, нет? Нет. Нет, мы же будем стоять сейчас 40 часов вдуплять В лужу смотреть? Да, в отражение, а потом пойдем на свадьбу, что еще остается? Мне нужна лошадь. Кайфовая деревня, а это, наверное, не деревня, это, наверное, это... Как это называется? Поместье, это, наверное, все к одному дому относится, скорее всего, да? Ну ладно. Я должен Нет. догнать Зеда и... А чё? Просто если это деревня, то это очень странная деревня. 3 домика обычных и царский дом. Такой царский дом должен быть на большую деревню. Это село. Скорее всего, это поместье одного вот этого царя и все его подданные. И где-нибудь там другое поместье или другая Ты, деревня. Кейлин, понимаешь? Отлично понимаю. Я чувствовал тоже, когда женился на твоей матери. Естественно, На ты какой волнуешься в моей? день Ты мою свадьбы. мать не знал. Ничего естественного в том... Довольно, Гриф. Скоро свадьба. И успокойся, твоя новая родня уже здесь. Какая новая? Там сейчас какая старуха, да, страшная, фу будет. Отличный день для свадьбы. Это точно. И больше всех ему рад Гриф. Где он? В лес ушел. Ну а как иначе от свадьбы? Надо же сбежать. А это, короче, знаете, кузены невесты. Они веревками сейчас его такие в лассо затягивают и везут на бракосочетание. Типа, ты не посмеешь убежать от нашей сестры, ты обязан на ней жениться. Ты опозоришь мою сестру, бросив ее А у реально? свадебного алтаря? Вы заблуждаетесь. Заблуждаешься ты. Оскорбляя Бронвин, ты оскорбляешь имя нашей семьи. Я не тот, кто вы Ты думаете. тот, кто должен дать сегодня брачную клятву. Понятно тебе? А нету. Этот брак будет заключен. Моя семья поставила слишком многое, чтобы дать тебе все разрушить. Я знаю ваш маленький секретик. Какой? Какой? Или ты сейчас же вернешься с нами и женишься на моей сестре, или я донесу тхарианцам, что твой отец помогает сопротивлению. Ах ты, Нифига. паскуда бородатая. Над вами звезды, под вами камни. Времена пройдут. Во! А чё, нормальная невеста? Очень даже. Блин, ну смотри, ты говоришь, ой, повезло тебе, остепенишься, у тебя будут детишки, жена, не хочу приключений. Все, смотри, мечта сбылась. У него там приключения, ответственность. У тебя жена и детишки, все хорошо. Мечты сбываются, Газпром практически. Но помните, как камень должна быть крепка ваша любовь. И как звезда должна быть постоянна. Бронвин, Бронвин, ну-ка, ты согласен? готова Нет? ли ты связать свою душу и свое тело с этим человеком? Да. И Гриф, готов ли ты связать свою душу и свое тело с этой девушкой? Нет. Ну, наверное, надо сказать да. Да. Да будут свидетелями духи. Вы связаны браком. Это какие-то И наручники? теперь навеки вы одно целое. Навеки, все, больше нет ключика. Все, вместе купаться должны, вот в туалет вместе ходить. И попался. О, довольная. Изменилось, нет, будущее? Ну и все довольны. Ты сделала это, Шота. Ты изменила будущее. Собери своих.
Мы не можем позволить Искателю воссоединиться с друзьями в их обреченной миссии. Вы... Ну ты далеко заходишь. Это вот ты спасла и все, и отстань. Не-не, она боится, что Искатель сейчас после бракосочетания оденется, там найдет лошадь и побежит к своим друзьям. Типа побежит и испортит этот план. Потому что это же только через 2-3 дня там произойдет, а он успеет еще их догнать и все испортить. Поэтому надо 2-3 дня его задержать. Но мне кажется, было бы более разумным все-таки, если тебе так важно, чтобы Искатель жил и выполнил свое предназначение, то сказать об этом напрямую, а не вести какие-то грязные дела из пещеры. Это странно немного, нет? Пока мотивация ее, короче, непонятна. Но она просто содействует... Я поведу фургоны, въеду в их лагерь. Дхарианцы отнесут ящики в командный шатер. Только в этих ящиках будет не провизия, а вы двое. Мне нужно быть с Насом наедине, чтобы исповедать его. Без солдат будет много легче. Есть идея, Искатель? О, да. Мы должны... Не делай того, что враг мог бы сделать с тобой. Что ты сказал? Ну, так говорил Искатель Третьей Эры. Он был прозорливым тактиком. Ой, ну ты сейчас как-то жестко палишься. Наш-то Искатель не Искателевед, он и Искателологию не знает, поэтому ты как бы сильно не умничай, а то все сразу догадаются, что ты это не ты. Да? Я знаю. Меня удивляет, откуда ты знаешь. Сейчас Я скажу... про это читал в книге, которую мне Гриф дал. Тут вся история Искателей прошлого. Меня радует, что ты учишься у предшественников. Искатель Что бы Третий. предложил Искатель Третьей Эры? Звучит как диверсия? имя. Хорошая идея. Можно поджечь их склад с дыханием дракона. Это отвлечет солдат. И в соответствии с Дхарианским военным уставом, они укроют Демина Наса в его командном шатре. Где мы будем поджидать его, чтобы исповедать. Это вот несправедливо, я считаю. Я вот, конечно, ничего сказать не хочу. Это вот почему он все знает, он умный и такой, типа, прошаренный в искателе, и его убивают. А наш искатель, который ничего не знает про самого себя и про всех других искателей, выживает. Ага. Я, конечно, ничего сказать не хочу. Я, конечно, понимаю, что этот чувак искателевед, и искателологию всю знает, и кандидат искательских наук, и защитил докторскую по искателю, и всякое такое. Но почему он накидывает им идеи? Ну, мне кажется, дед как бы поопытнее, нет? У деда опыт большой. Он дед такой сам должен был этот план придумать. Типа, В том-то и дело. реально, мы там сможем же сделать диверсию, поджечь, а по такому-то уставу ла-ла-ла. Ну, типа, дед тоже умный, и девчонка тоже умная. А они в итоге сидят, ничего не это, и он им накидывает. Ты Дурилкин? Нет. Тебе показывают, раскрывают персонажа, что он знает, Я что понимаю, он умный. но я поэтому и говорю, что я А то, ничего что- не хочу сказать. Тут как бы следствие в тупик попало, понимаешь? Они сидят оба, не знают ничего. Он такой, вот это надо сделать. Мне кажется, что они немножко наигранно сидят в тупике и ничего не могут сделать. Да нет. Да, сценарий немножко здесь хромает, мне кажется. Пусть дхарианцы делают нашу работу за нас. Возможно, будущие искатели тебя процитируют. За моего сына Грифа Ну, и он его симпатичный прекрасную так-то. невесту Брон. Да. За Грифа и Бронвин. Он даже, возможно, немножко больше искатель, чем сам искатель. Так я говорю об этом. Блин, ну все, мы тебя уже это сейчас слили, мы тебя уже поженили. Все живи и счастливо. Все, как бы, удачи вам там В наручниках. и счастье, и в горечи вместе быть, вот это вот всего. Можно я в туалет пойду? надо снять, не такие неудобные. Ты с ума сошел? Нельзя нарушать традиции, это останется на нас до утра. А в туалет? Когда мы проведем вместе первую ночь, как муж и жена. А в туалет? Я тоже хотел бы поздравить для начала жениха и невесту. Это так прекрасно. Видеть союз двух сердец. Союз, который, я не сомневаюсь, будет почитать дар Кинарала
И все, за что он так благородно борется. Конечно. Так поднимем наши бокалы за него. Блин, бокалов нет, братан, сорян. За лорда Рала. Я думал, сейчас скажет за... Не за молодых, а за лорда Рала. Я думал, сейчас скажет за лорда Фаркуата. А ты чё брыкаешься, слышь? А, она не хочет за лорда пить, наверное, он ей тоже не нравится. А всем пофиг на молодых. Никто не посмотрел даже. Да. Так это мероприятие в честь лорда Рала, а свадьба так уж, по между прочим, не наоборот. Будет моего присутствия. Тебя? Их. Тебя? А, ну да, Их их. Ты просто в кадр не вписывал. Уже нормально, уже сиди как сидела, все. Я уже все сделал. Я хочу сказать многое. Но сначала я хотел бы пожелать моей сестренке и ее мужу много детей. И еще мне... Тогда лучше начинать прямо сейчас. Я и не думал, что ты так горяч. О, я такой, поверь мне. Идешь? Что, прям сейчас? А ей тоже эта свадьба не очень нравится. Ее брат заставляет, и семья заставляет, скорее всего. Все правильно, закрывай, чтобы они там все утро были и ночь. Знаю, что тебе будет очень сложно в это поверить. Но я не тот, кто ты думаешь. Меня зовут Ричард Сайфер. Я искатель. Верно, а я исповедница. Я говорю правду. Не знаю, колдовство это или чары какие-нибудь, но все смотрят на меня и думают, что я Гриф. Может, потому что ты и есть Гриф? Нет, я искатель. Как я понял, ты тоже не в восторге от Даркина Рала. Так что помоги мне сбежать. Я должен добраться до Келабры и помочь одолеть тхарианцев. Я не могу поверить. Думаешь, я хотела выйти за тебя замуж? Нет. Но вышло? Так заставили, обстоятельства. Умник. Это все мой брат затеял. Когда умерли родители. Он думал, что этот брак спасет семейное будущее, даже если будет разрушено мое. Я не знал. Мне Ну, жаль. семья превыше всего, правильно. Жаль, да? Я думала, замужество позволит мне выйти из-под опеки брата. Но кто мог знать, что я буду заперта с безумцем? Надо было брату это высказывать. Что ты мне это высказываешь, вон ему? Тебе высказывать. Мне высказывать, сидит, недовольство показывает. Здесь в другом месте недовольство показывает. Не спится? Думаю, что завтра будет. Мы тут тоже жертвы Я обстоятельств. А ты исповедница сидишь, правда, не видишь? Вообще. Что может со мной случиться? Вообще. У меня меч истины. Вообще. И ты со мной. А ты чё кадришь Я свою боюсь, сестру? этого будет мало. Какую сестру? У тебя проблемы? Ты что? Чтобы увековечить победу Уилли. Так это что, не ее отец был? Нет. Нет? Это рандомный мужик. А я подумала, что это ее отец, поэтому так ты что, кадришь сестру? Ее отец вообще-то абьюзер был, который пленял... Точно! Искатель Третьей Эры велел построить величественный купол в Эйдендриле. Через 40 лет тщательного укладывания камней, все, что им оставалось, это убрать деревянные подпорки. Ты там, у тебя жена есть. Обрушатся ли их труды на землю или взмоют над облаками? Ничего не взмоет. Купол в Эйдендриле простоял 1000 лет. Думаю, нельзя построить то, что устоит, без риска, что оно упадет. 3 метра дистанция. Ты такой, конечно, романтичный. А что бы сказал искатель Третьей Эры об исповеднице, которая так переживает? Не знаю, что бы он сказал.
Но этот искатель говорит, что готов за тебя умереть. Ну вы посмотрите на этого маленького Ричард, ловеласа. Ты не должен так... Ничего не поделать. Это в сердце. Ты что, дурак? Кто? Ты день ее знаешь. Не, он может ее давно знает. Они же там, они же там, она же сюда ходила, этот его отец там помогает сопротивлению, она тоже со стороны сопротивления. Скорее всего, они давно уже сюда ходят, они уже давно знакомы, вот. Ты, мать, конечно, вообще ни разу не исповедница, как будто. Правды не видишь, конечно. Я представляю, где-то в сторонке, буквально за 1,5 метра сидит дед и попкорн такой кушает, типа. Смотрит за их поведением. Фу. Да они еще не соприкоснулись, смотри. Да. Вон, нельзя. Что нельзя? Нельзя им. Подожди. Ричард, это невозможно. Невозможно. Прости. А почему невозможно, я до сих пор не Ты знаю. права. Ну там, да, там какой-то Мне не надо секрет. было кем-то притворяться, но мы оба этому браку не рады. Ну а какой у нас выбор? Мы с тобой скованы. Так сними наручники, лол. Выбор есть. Ты хотела увидеть мир, верно? Вы что, с собой ее Тогда потащишь? бежим. Наручник. Отойдем подальше, снимем эту штуку, и каждый из нас пойдет своей дорогой. Нифига ты придумал. Это чистое золото. А Это- то, что он подставит. Это ладно? Ну да, кстати, он реально... Брак-то, если так произойдет, то эти ими не получат, другая сторона деньги не получит, сопротивление в грязь упадет лицом, как-то такая себе история. Причем, ладно, ты можешь выживать в суровых условиях, но она-то принцесса, она навряд ли умеет сама за себя постоять. Она возьмет с этим золотом, ее грабители по голове жахнут, заберут все золото, разденут, и собаки потом съедят. План, конечно, у вас искательский, прям по-настоящему. Оно твое. Денег за него хватит, чтобы начать жизнь заново. Бежим. Как? Она умом, конечно, Через тоже это не окно. блещет. Как думаешь, скоро они догадаются, что нас там нет? Не знаю. Мы уйдем как можно дальше. Никуда вы не пойдете. Опа! А ты что тут забыл? Так ждал их. Дед Какой дед? ушел. Только девушку. Не трогайте. Сдавайся, искатель. Меч как-то быстро забрал. Или она умрет. Прям поискательски. Ты в порядке? Этот бандит сказал, что ты искатель. Да. Значит, ты говорил правду. Ты точно он. И он такой, ну с тобой, за тебя я готов выйти замуж. Красиво нынче здесь. Держи. Ладно. Сама выберешься из леса? Я Чё? с тобой пойду. А ты-то мне зачем Слишком нужна? опасно. Мои друзья хотят напасть на тхарианцев с тем, кто вовсе не искатель. Я должен торопиться. Я нужна тебе. Я знаю короткий путь к Келабру, через пещеры. Если тебе нужно скорее туда добраться и помочь своим друзьям, я тебя проведу. У этой, кстати, ведьмочки очень быстро меняется будущее, знаете, вот исходное. Типа, это очень странно на самом деле. Вот просто смотрите. Вот у нас линия, да, о, пошла у нас все альтернативные вселенные. У нас пошла временная линия, изучаем. Временная линия. Вот здесь начало, где тусит наш искатель. Вот здесь смерть искателя. Соответственно,
вот смотрите, она меняет их местами, и как будто бы линии меняется нашего искателя, и в конечном итоге умирает не искатель. Но искатель же потом когда-то должен, типа, начать противиться этому, вот, сбежать, догнать своих друзей, возможно, замениться обратно. И все равно в конечном итоге умирает искатель. То есть, как ты ни крути эту временную линию, искатель все равно хочет быть там, чтобы оказаться там, чтобы, возможно, умереть. И поэтому то, что она меняет вот здесь, в пункте слишком быстро у нее меняется будущее. Вот я к чему веду. То есть, как будто бы здесь не рассматривается то, что вот, ну, эта вся линия может быть изменчивой и все равно вести к одному и тому же событию. Вот сейчас главное, до момента того, что он сбежал, показывает, что умирает тот. Сейчас он сбежал, будет показывать, что опять умирает искатель, небось. Почему? Ну, потому что он сбежал. А почему он до этого не должен был сбежать? Но он же сбежал, то есть, ну, странно немножко будущее здесь коверкается, как будто. Вот так вот. Эти пещеры ведут в катакомбы Келабры. Ты откуда все это знаешь? Ты вообще должна дома сидеть в своем царстве. Не таким я представляла медовый месяц. Мы не женаты на самом деле. Конечно. По факту. Но первый раз в своей жизни я чувствую, что делаю что-то важное. Это куда лучше, чем быть женой сына торговца. Ты просто не знаешь Грифа. Дай ему шанс. Он лучше, чем ты думаешь. Мне лучше против Рала сражаться, чем быть с тем, с кем у меня нет ничего общего. Забавно. Гриф сказал то же самое о тебе. Во, вы можете вместе против Рала драться. А, классно я придумал. Кружок откроем по борьбе с Ралом. Дед что-то подозревает. Что такое? Ничего. Я не исповедница, но вижу, что ты говоришь неправду. Ричард чуть не поцеловал меня ночью. О, скажи, внук, я тебя осуждаю. Это как раз то, чего я боялся больше всего. Ты не должна дольше откладывать. Скажи Ричарду правду. Я знаю. Я Фиона. Я просто волнуюсь из-за нашего плана и не хочу, чтобы это его отвлекало. Но это его уже отвлекает. Да, все из-за тебя. Но! Я! Но! Не слишком ли вы близко лежите? Кейлен, Чё? я бы хотел извиниться Почему? за прошлую ночь. Нет, И это чё? мне надо извиниться. Так может быть ей только с искателем быть нельзя? Это не искатель, значит с ним она может мутить. Да фу, Сама сказала, что он ты вообще симпатичный. сестра его. Ты не виновата, что не чувствуешь того же. Нет, это не так. Я давно должна была сказать тебе кое-что. Ты приемный. Сила исповедницы действует всегда. Даже через поцелуй. Мы вынуждены постоянно ее сдерживать. Это трудно? Да. Особенно и Так ты настолько сдерживаешь ее, что не видишь просто все перед твоими глазами. если ты с И кем-то, кого губами. любишь. Тогда управлять ей невозможно. Какая любовь. В момент наслаждения она освободится. Он вот лежит, он вообще ничего не понимает. Он такой искатель. Он такой, Искателя-логия. он такой лежит, и у него в голове там ворона такая пролетает просто с ним. Кара, кара, кара. И душа любимого будет покорена. Он станет моим рабом. Ничего себе. Жестко. Поэтому нам не быть вместе. Ты не сможешь оставаться собой. И не исполнишь предназначение.
Вот. Так она, получается, вообще замуж не может выйти. Получается. Так получается, она чуть искателя не испортила в прошлом поцелуе. Сейчас бы все, весь искатель навернулся. Бракованный оказался бы. Ой, какая локация. Так ты где-то убить должен. Генерал Нас, рад, что вы с нами. Я здесь не за радостью. Конечно. Вам будет приятно узнать, что мы опережаем график. Хорошо. Лорд Рал одержит победу раньше, чем ожидал. Смотри, какой график. Ну, график спрос предложением корреляционный. Раскопки идут хорошо, генерал. Мы полагаем королевский склеп прямо за этой стеной. Что? Он обманывает. Они же должны искателя ловить, а они вообще никого не ловят. Ну, шарлатаны. Притворюшки. Что-то знает, а? Смотри. Что-то знает, что-то подставить хочет. Тебе не страшно, сейчас как бомбанет и в лицо прилетит? Нет. Слишком близко стоит. Он до конца смотрит. Вот, прям в лицо прилетел. Что это было? Надо выбираться, пока все не обрушилось. Идем! Это вот это ваша? Они сейчас выйдут прям к нему. Что-то я не понимаю, тут склеп был просто забит на деревяшки, что ли? Почему-то звук деревяшек. И снимает он, походу, доски. Ну да. Так тут доски можно было и гвоздодером, И там же каменная плита какая-то была. Типа доски, потом плита. Нет, плита, потом доски. А в урне мумия. Из фильма «Мумия». Это третий искатель. Прыгай! Нет, третий искатель, если висит. Ну, выпрыгнули прям надо, да. Да. Прям как надо. То чувство, то чувство, когда этот... Я хотел сказать, то чувство, когда пытаешься найти беспалево и быстро палишься, типа, и идешь сразу к врагу в руки. А потом вспомнил, что это же не искатель, это же гриф, а этот-то думает, что это тоже гриф, и они будут думать, что это гриф, а не искатель. И типа, а что вы здесь делаете? Ну, за то, что он избежали, типа, прикинь. Да. Гриф? Знаешь этих людей? Он сын одного торговца. Глубоко предан делу тхарианцев. Или шпион. Запереть обоих. Я выясню, кто вы такие. Так надо было сказать, у нас любовь, мы хотели сбежать от родителей, как Ромео и Джульетта, но случайно забрели сюда. Совсем случайно. Вам бы проводить сейчас медовый месяц, Гриф. Что вообще вас заставило прийти сюда? Не лучше ли тебе побеспокоиться о том, что подумает мой отец, когда узнает, как ты обращаешься со мной? Он всегда был верен тебе. Нас решил допросить тебя лично. Тут я бессилен. Тогда, кажется, и я бессилен. Придется мне на допросе сказать Насу о взятках, которые отец давал тебе. Говори потише. Я ничего не могу сделать. Помоги нам сбежать. Нам обоим выгодно, чтобы меня здесь не было. Опа, как. Нормально, не бесполезный мужик. Пехота! Стой! Почему-то, мне кажется, их план по жопе пойдет. Провизия для командира Морканта. Все должно быть доставлено в шатер командования. Даже не проверили, реально? Ну, не знаю, зачем. Че каждую коробку проверишь? А вот это вот очень палевный и шумный.
Какая-то палевная диверсия, если что. Что ты ищешь? Какое-нибудь объяснение, что нас делает в Келабре. Ричард, что здесь сказано? А я откуда знаю? Не могу прочесть. У меня не искательский язык. Не. Я даже не знаю, на каком это языке. Странно, что на искателе логии не обучают искательскому языку. Так это только искатель может понять. Ну, я понимаю, но если искатель только может понять, то, по идее, искатель искателю мог это объяснять в свое время. Или, ну, не знаю, как-то записывать, что вот такие значки означают то-то, а вот это вот то-то. Ну, типа, какое-то уж общее понимание можно было привести, ну, в записи? А все, пальцы. Прежде ты на нем читал, в книге сочтенных теней. Я разучился, скажи. Я забыл. Я не искатель. Кто ты такой? Правду увидел наконец-то. Фитиль горит. Ничего не получится. О чем ты говоришь? Он не искатель. Это Гриф. Думаю, это сделала та старуха, пытаясь спасти Ричарда, чтобы ее видение смерти искателя не стало явью. Смерть искателя? Вот почему она это сделала. Да, Я да. обречен здесь умереть? Прикинь, ты никому не нужен. Несколько поздновато. Ведите нас в командный шатер! Живо! Я должен бежать. Нельзя. Нас идет сюда. Но я не искатель. Дэмин нас этого не знает. Реально. А если у нее в видении показывалось, что умирает искатель, а когда она все это сделала, было показано, что умирает Гриф, но Гриф-то это искатель, соответственно, опять умирает искатель. То есть, как я и сказал, будущее неизменимо. Ничего. Мне кажется, там даст нам бан. Искатель? Нет, я им никогда не был. Сюда идем. Ну вот он, знаменательный момент смерти-то, да? А там книжка, я отвечаю, книжка. Беги! Ладно, изменил будущее чуть-чуть. Да что там этого наза бить, то он вообще ни о чем. Как ты? Мины взрываются! Где генерал? Генерал! Туннели рушатся! Надо быстрее Еще и уходить. отпустил его. Вперед! Самого преданного, самого близкого и отпустил. Ну это вообще, конечно, шок. Похоже, заклятие старухи продлилось достаточно долго, чтобы отвратить ее видение твоей смерти. С давних времен я не видел такой могущественной магии. Слушай,
То, что ты рассказал мне, я знаю, многое значит для Ричарда, но... Так волновалась, а рассказала все тому человеку. Скажи Ричарду. Это тебе. Здесь история искателей прошлого. Я хочу извиниться за то, что поддался планам старухи. Ну ты, конечно, Чтобы косяк. быть искателем, мало держать в руках магический меч. Мало. Я хотел изменить свою жизнь. Для этого искателем быть не надо. Вон, узнай свою новую жену. Измени жизнь. Ты теперь женат? Была славная церемония. Я хотел лишь одного, скорее вернуться к вам с Зедом. Ты вернулся? Все хорошо? Прекрасно. Похоже, сопротивление усилилось 2 бойцами. Могло быть Уагаки. 3 исповедуемые Демина Наса. Самое главное, что мы уберегли Грифа от беды и отвели видение смерти Искателя. И более того, нашли. Вот это? Но все-таки она союзница, это магичка, мне кажется. Может, здесь сказано, что им нужно в Келабре? Ну да, она же спасала его. Что написано? Читай. Написано в день падения Келабры. Когда стены начали трещать, келабрианцы решили убить себя, чтобы не открыть врагу величайшую тайну. А что за тайна, не сказано? Место усыпальницы, где лежит сокровище. Шкатулка Одена. Конечно же, ты все знаешь, да? И ты тоже все знаешь. Что это? Шкатулка Одена, это Один. Тайна, как всё. 3 шкатулки Одена. В каждой содержится невообразимо мощная магия. Ай, ты обладил. Молодец. Тот, кто станет обладателем всех 3 шкатулок, будет непобедим. Даркенрал поработит весь остальной мир. Вот что они говорили, что они уже... Его на пути невозможно будет победы. остановить. Об этом. Генерал Нас. Искателю и остальным удалось скрыться. Да плевать, у нас магия есть древняя, странная, страшная. У нас то, зачем мы пришли. Отвезем лорду Ралу трофей. Готовьте людей. Едем в Народный дворец немедленно. Причем странно, знаешь, какой момент? То, что зачем им вообще нужна записка, это вот очень странно. А только же искатель умеет читать, я так понимаю, эти записки, эти шрифты. Зачем они ее туда таскают, эту записку здесь, чтобы что? Чтобы сказать, о, записка, и все, никто же ее не прочитает. Специально как будто, так, ну эту записку мы оставим, потому что искатель рано или поздно придет, чтобы прочитал. Скоро у лорда Рала будут все 3 шкатулки. Искателю придет конец. Рада, что ты живой, искатель. Это мое видение спасло тебя. Твое видение позволило Демину Насу уйти со шкатулкой Одена. Шота! Я чувствовал, что это ты стоишь за столь дьявольской магией. Зедикус Зул Зорандер. Годы тебя не пощадили. Ты его бывшая девушка? Зед, ты знаешь ее? Однажды глупым молодым волшебником я оказался у этой обольстительницы в логове. Мало кто жаловался. Мало кто жил для этого достаточно долго. Жаль, я не убила тебя, когда был шанс. Кто она? Могущественная колдунья правит в пределе Агаден. Использует магию, меняя ход событий в свою пользу. И искателю она не друг. Но я не друг и Даркину Ралу. Если он добьется господства над миром, то поработит меня своей магией. Я должна помогать искателю. Ведь пророчество гласит, что только он победит Даркина Рала. Так зачем все эти игры? Зедикус Зул Зорандер не примет помощи от меня. На то есть причина.
Лучше уйти от этой ведьмы подальше и как можно скорее. Можете сбежать от меня, но вам не уйти от моего пророчества. О чем ты говоришь? Я остался жив. Мы отвели твое пророчество. Это было видение. Мимолетный проблеск возможного будущего. Что предначертано в зале пророчеств, не изменить. И что это за пророчество? Оно гласит, что Искатель будет предан тем, кто ему близок. Ты будешь предан кем-то одетым в белое. Да я знаю там, я знаю, какое там предательство, но это же это вот предательство, то, что они не могут быть вместе, не может у них быть любовь, это предательство уже. То, что она не говорит ему правду о своих вот этих вот, мне кажется, об этом речь. Или то, что она его поработила. Да нет. Мне кажется, именно касательно правды тут речь. Это не я. Но она об этом подумала. Что она типа поработит его. Да, но мне кажется, это и вот об этом предательстве. То, что она ему не говорит, то, что она ему когда скажет, он расстроится, что они не могут быть вместе. Наверное, как-то так это все будет. Что, как тебе серия? Хорошая. Мне замут... Прикольный замут с ведьмой, вот с этой, прикольная замена тел. То, что какой-то обычный тут был искателем, его меч таскал, типа, тут да, даже кстати, немножко сражался. Да, этот вообще сидел, отсиживался. Ну, типа, не такой уж и полезный, как будто бы. А так, в целом, ну, такая простенькая серия, я бы сказал. Не прям что-то прям такого невероятного здесь показали. Сюжет особо тоже не сдвинулся. А так вот, ну, вот именно мне Нет, вот... интересно. Мне момент именно вот с этим понравился, с заменой тела. Ну и ведьмы прикольно новые. Опять всех ведьм могущественных и колдунов знает этот Зелдикус наш. Того прошлого из прошлой серии знал, здесь знает. Я думал, он один супер могущественный маг, а тут, блин, чуть ли не... И все у него обольстительницы. А тут не чуть ли не на каждом углу могущественные маги обитают. Ладно, спасибо за просмотр, обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как тебе серия, как тебе реакция, залетай в Телеграм, у нас там общение анонсы, подписывайся на Бустер, они доступ эксклюзивы, и увидимся с тобой в следующей серии. Всем пока. Пока.